Россияне все чаще критикуют АвтоВАЗ за завышенные цены, хотя еще несколько лет назад Лады действительно считались доступными автомобилями. Тогда их стоимость выглядела более-менее на фоне доходов населения. Сегодня же ситуация изменилась кардинально. В бюджете до 1 миллиона рублей формально остается только Гранта. И то, такую цену можно увидеть только на официальном сайте завода. В реальности за эти деньги в салоне ее найти крайне сложно. При этом за нынешний ценник Лады уже можно без особых проблем рассматривать как минимум белорусско-китайский BLG S50. Сам АвтоВАЗ при этом регулярно жалуется на переполненные склады и резкое падение продаж весной, летом и в начале осени. Китайские бренды в этот период активно предлагали скидки, устраивали распродажи и корректировали прайсы вниз. На фоне этих предложений продажи Лады начали стремительно проседать. Руководство АвтоВАЗа не раз обвиняло россиян в нежелании покупать отечественные машины, а китайских производителей в демпинге, необоснованных скидках и якобы нечестной конкуренции. Максим Соколов прямо заявлял, что конкурировать с китайцами в текущих условиях практически невозможно. По его словам, из-за занижения цен и агрессивной политики, китайские бренды залезли в традиционную ценовую нишу АвтоВАЗа. Он отмечал, что в сегменте около 1,5 миллионов рублей у Лады уже есть минимум 2 прямых конкурента, а в диапазоне до 2 миллионов больше 10 моделей. При этом глава АвтоВАЗа почему-то не рассматривает вариант, что проблема может быть не в дешевых китайцах, а в том, что сам АвтоВАЗ вышел из своей ценовой ниши, банально завысив стоимость своих автомобилей. Соколов продолжает настаивать на том, что цены на Лады остаются адекватными и более того не растут, а снижаются. Он утверждает, что из-за давления со стороны китайских брендов АвтоВАЗ был вынужден в среднем снизить цены примерно на 5%. Однако на практике покупатели видят совсем другую картину. Реальные цены в салонах не падают, а наоборот продолжают ползти вверх. Но у руководства завода на этот счет своя логика. С точки зрения Соколова, если рост цен ниже уровня инфляции, то это уже можно считать снижением стоимости. Также он подчеркивает, что цены должны догонять реальную себестоимость производства. При этом о росте качества автомобилей глава АвтоВАЗа предпочитает не говорить вовсе. Если следовать такой логике дальше, несложно представить, что АвтоВАЗ был бы не против и вовсе ограничить импорт, оставив рынок практически без альтернатив, кроме Лады, разумеется, с еще более высокими ценами. Хотя по большому счету дорожать Ладам уже некуда. Всего за несколько лет их стоимость выросла почти на 100%. Тем не менее, АвтоВАЗ, похоже, не делает выводов из собственных ошибок. Несмотря на падение продаж, компания снова рассматривает возможность повышения цен. По итогам года продажи Лады снизились примерно на 30%, а объемы производства пришлось сократить сразу на 40%. И даже в этой ситуации завод традиционно обвиняет во всем китайских конкурентов и россиян, но не собственную ценовую политику. При этом АвтоВАЗ продолжает демонстрировать показной оптимизм. В планах компании уже в ближайшие годы нарастить долю рынка и выйти на объем продаж не менее 700 тысяч автомобилей в год. Правда, откуда берется такой оптимизм, остается загадкой. Подобный сценарий выглядит реальным только при одном условии – существенном снижении цен. С нынешними прайсами и откровенно средним качеством о таких объемах Соколову остается лишь мечтать. И честно говоря, в то, что Лады когда-нибудь снова станут по-настоящему дешевыми и доступными, верится с трудом. Не спас ситуации и утильсбор, за который АвтоВАЗ так активно боролся. А вот откуда в итоге берутся такие цены на Лады, по-прежнему большой вопрос. Пока мы тут обсуждаем утильсбор, рост цен и то, что новые машины становятся все менее доступными, есть еще один момент, о котором почему-то мало говорят. Если автомобиль дорожает, то автоматически дорожает и любая ошибка на дороге. Любое ДТП, даже мелкое, сегодня это уже не «ну ладно, починим», а вполне ощутимые деньги. И в такой реальности главный вопрос не только как купить машину, а как себя максимально защитить, если
если что-то случится. Я, честно говоря, к этому пришел после простой ситуации. Во дворе, классика. Кто-то задел машину и уехал. Ни записки, ни свидетелей, ни камер. И вот в этот момент ты понимаешь, машина становится все дороже, а доказать свою правоту все сложнее. После этого я и решил обновить видеорегистратор и взял Rode Git Premier 4 Pro. Это не просто регистратор, а комбо-устройство с двойной защитой. Здесь есть и видеосъемка, и радар-детектор плюс GPS-модуль, который помогает избежать не только спорных ситуаций, но и штрафов за превышение скорости или проезд под камеру. Здесь настоящая 4К съемка, и это сразу видно. Номера читаются даже на скорости и в сложных условиях, а GPS-трекер фиксирует точное местоположение и скорость, так что запись становится еще более достоверной. Плюс сигнатурный радар-детектор с LNA-усилителем, который адекватно отсекает ложные срабатывания и предупреждает заблаговременно, реально помогая в дороге, а не просто пища на все подряд. Что для меня важно, это ощущение надежности. Устройство работает стабильно, не глючит, не перегревается, не забывает записывать. По сути, это такой маленький портативный адвокат, который всегда с тобой в машине. Отдельный плюс – мобильное приложение. Видео по Wi-Fi можно быстро скинуть на телефон, показать инспектору или отправить страховой. Никаких танцев с флешками. И да, сразу скажу, есть версия с дополнительной второй камерой, и она стоит дороже. Тоже хороший вариант, если нужна съемка сзади. В условиях, когда из-за утилизбора и политики цены на машины только растут, покупать новую становится все менее выгодно. А значит, свою текущую машину нужно беречь и быть готовым доказать свою правоту в любой спорной ситуации. С другим водителем, страховой или инспектором. И тут видеорегистратор – это уже не гаджет, а элемент финансовой безопасности. В описании к видео я оставлю ссылку, артикул и промокод на Rode Git Premier 4 Pro. Промокод дает скидку, но действует ограниченное время, имейте в виду. Если уж мы живем в реальности дорогих машин и дорогих ошибок, то лучше быть к этому готовым заранее. 3,5 триллиона рублей – это не бюджет небольшой страны и не разовая мера поддержки. Это деньги, которые государство планирует направить на автопром всего за 3 года. В 2026, 2027 и 2028 годах. Деньги налогоплательщиков. Деньги из вашего кармана. И главный вопрос здесь даже не в сумме, а в том, на что именно эти средства будут потрачены. Спойлер, не на строительство новых заводов, не на технологический прорыв, не на разработку автомобилей будущего, ничего подобного. Вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак обратился в Минпромторг с предложением, которое звучит почти издевательски. Суть простая. Дайте заводу деньги из бюджета, а АвтоВАЗ за счет этих средств будет предоставлять покупателям скидки. Не инвестиции в модернизацию, не новые производственные линии, не развитие технологий, а банальные скидки на уже произведенные автомобили, которые стоят на складах и не продаются по текущим ценам. И это при том, что АвтоВАЗ и так получает львиную долю государственной поддержки. В этом году на поддержку автопрома было выделено 818 миллиардов 900 миллионов рублей, значительная часть которых досталась именно Тольяттинскому заводу. Но как видно, этого оказалось недостаточно. Хочется больше. Давайте разберем схему, которая напрямую касается каждого. Схему, при которой субсидии растут, цены растут, а качество и конкурентоспособность продукции нет. Мы поговорим о том, как можно получить триллионы из бюджета и при этом выпускать автомобили более чем наполовину состоящие из китайских компонентов. О том, почему эксперты называют реальную рыночную цену Лады Гранты на уровне 400-500 тысяч рублей, тогда как в салонах за нее просят около миллиона. И о том, кто в итоге оплачивает весь этот спектакль. Формулировка Сергея Громака выглядит аккуратно и даже благородно. Прямые субсидии, по его словам, позволят заводу давать скидки покупателям без участия банков. Звучит красиво. Забота о клиенте, упрощение процедур, доступность автомобилей. Но если убрать словесную упаковку, суть проста. Дайте нам денег, чтобы мы смогли продавать то, что не продается по завышенным ценам.
Не на развитие, а на сброс стоимости готовой продукции. Представим обычный бизнес. Пекарня печет хлеб, но он не продается, слишком дорогой и невкусный. Нормальный предприниматель либо улучшает рецепт, либо снижает издержки, либо признает, что продукт не конкурентоспособен. А теперь представим, что пекарня идет к государству и говорит: дайте $1 миллиард рублей, мы за счет этого продадим хлеб дешевле. Абсурд? Да. Но именно это сегодня происходит с АвтоВАЗом. Только речь идет не о миллиардах, а о триллионах. Другие автопроизводители действуют иначе. Они инвестируют в технологии, оптимизируют производство, снижают себестоимость, повышают привлекательность продукта через дизайн, оснащение и качество. Китайские бренды – яркий пример. Они не просят субсидий на скидки. Они снижают цены, при этом улучшая оснащение, дизайн и надежность. АвтоВАЗ же получает сотни миллиардов, поднимает цены, ссылаясь на издержки, а затем просит еще денег, чтобы эти же цены формально снизить. Субсидии растут ежегодно. 818 миллиардов в 2026 году, 1 триллион 140 миллиардов в 2027, 1 триллион 380 миллиардов в 2028, и вместе с ними растут цены. Это уже не парадокс, а система. За 3 года автопром получит более 3,5 триллиона рублей господдержки. Для сравнения, это больше годового бюджета здравоохранения всей страны. А что мы видим в результате? Ни революционных технологий, ни автомобилей мирового уровня, ни доступных цен. Производство Нивы остановлено, Нива Спорт провалилась, новая Искра выпускается мизерными партиями, цены продолжают расти. И тут возникает ключевой вопрос: куда уходят эти деньги? Ответ частично дает Национальный автомобильный инновационный центр. По его данным, доля российских компонентов в автомобилях АвтоВАЗа менее 50%, меньше половины. То есть, покупая отечественный автомобиль, вы получаете конструкцию из китайских узлов под российским брендом. Двигатель Китай, электроника Китай, трансмиссия Китай, интерьер Китай. Фактически государство субсидирует отверточную сборку импортных комплектующих. Никакой глубокой локализации, никакого развития отечественной компонентной базы. Мы платим за это дважды: сначала через налоги, затем через завышенную цену автомобиля. И возникает логичный вопрос: если это не полноценное отечественное производство, зачем такие субсидии? На реальном рынке все решают покупатели. Китайские автомобили продолжают дешеветь, и при этом предлагают современный дизайн, богатое оснащение и растущую надежность. Покупатели голосуют рублем, а АвтоВАЗ в ответ не снижает цены и не улучшает продукт, а идет за деньгами в бюджет. Теперь посмотрим, как может работать схема прямых субсидий. Завод получает, допустим, 100 миллиардов рублей. Перед запуском программы цена на гранту аккуратно поднимается, скажем, до 1 миллиона 320 тысяч рублей. Причины найдутся. Затем объявляется государственная скидка, и автомобиль снова стоит 1 миллион рублей. Покупателю это подают как щедрый жест, но реальная рыночная цена, по мнению экспертов, 400-500 тысяч рублей. То есть даже со скидкой покупатель переплачивает вдвое, разницу оплачивает налогоплательщик. Специалисты справедливо говорят о непрозрачности этой схемы. Как контролировать цену, как избежать накруток, как проверить, что субсидии реально дошли до покупателя. При этом АвтоВАЗ продолжает рассказывать о миллиардах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Но где результат? Где новые платформы? Где современные двигатели и коробки? Где технологии безопасности? За те же годы китайские производители совершили гигантский рывок, а у АвтоВАЗа разговоры, презентации и оправдания. Итог простой. АвтоВАЗ получает триллионы рублей. Более половины компонентов импортные. Цены растут, качество не улучшается. А теперь завод просит еще денег.
на скидки без прозрачного механизма контроля. Это больше похоже на манипуляцию ценами, чем на поддержку покупателей. И главный вопрос, который должен задавать себе каждый. Должны ли налогоплательщики оплачивать сборку импортных деталей под видом отечественного автопрома? Или пора признать, что без реальной конкуренции и реальных реформ никакие триллионы ситуацию не спасут? Пишите свое мнение в комментариях, эта тема касается каждого. Ну и шутка на прощание. Парни, которые поворачивают направо из левого крайнего ряда. Помните, дома вас ждут ваши парни. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.